Друзья, приветствую вас. Вечерний обзор. Давайте рассмотрим текущую ситуацию, какие новости произошли и что ждать на вечерней сессии, какие события, какие движения по доллару, по евро, по нефти, по золоту, ну и по ряду других активов. Так, вот от американского управления по энергетике вышли данные краткосрочный прогноз. Я его в телеграм-канале опубликовал. Здесь с кратеньким переводом на русском языке. Я весь отчет не стал публиковать, но смысл заключается в том, что на достаточно приемлемом уровне предполагаются цены на нефть в 2021 и 2022 году. Кроме того, ожидается, что восстановление добычи и потребления нефти произойдет в 2022 году. Судя по тем графикам, по тем данным, которые предоставлены, могу предположить, что действительно то, что напрогнозировали нефтяные компании, англосаксонские, американские, британские, там есть такое допущение, что 2019 год был пик добычи нефти. Вполне возможно, что действительно 2019 год был пиком добычи, и далее мы будем наблюдать, несмотря на рост общего потребления энергии, то, что вес нефти, вес угля в этом потреблении будет снижаться. Кроме того, на текущий год запланированы достаточно объемные выводы из эксплуатации угольных мощностей и атомных мощностей производства электроэнергии, и они будут замещаться зелеными электростанциями, ну или газовыми турбинами. Ну, наверное, все-таки будет больший уклон на зеленую энергетику, потому что она будет являться двигателем перестраиваемой и создаваемой новой экономики. Так, далее, то, что у нас происходит в Соединенных Штатах. Ну, здесь опять там мыльная опера с Трампом. Пенс отказался его отстранять от исполнения обязанностей. Ему там вроде бы собирались ультиматум вручить. Завтра демократы планируют голосовать. Но там опять же мнения разделились. Кто-то говорит, давайте голосовать за импичмент. Кто-то давайте ему там какую-то справку или предупреждение выдадим о недопустимости такого поведения. Вот. Но здесь ситуация, она очень сложная. Она очень сложная в том плане, что у Трампа есть определенные мотивы так себя вести, потому что, ну, насколько я понимаю, там определенные обязательства им взяты, если я правильно понимаю. Поэтому, в общем-то, многие эти кульбиты, они, я все-таки так предполагаю, что он бизнесмен и здравомыслящий человек, хотя кажется, что он поступает очень импульсивно иногда. Вот. Но, тем не менее, я думаю, что те действия, которые он совершает, они в целом достаточно продуманы, и они связаны с определенным планом, которому он следует. Но не мог человек, который столько лет занимается бизнесом, ворочать миллиардами, он ну, срываться и какие-то вещи внезапно, спонтанно делать. То есть я полагаю, все-таки, наверное, у нас создается видимость, что он как-то импульсивно или непонятно, или, скажем так, одномоментно эгоистично себя поступает. То есть здесь, скорее всего, действительно у него есть определенная карта действий, и он с незначительными отклонениями ее выполняет. Вот. То, что произошло в Капитолии, конечно, ну это, скажем так, событие из ряда вон выходящее, но опять же, в рамках американских демократических свобод там ничего такого страшного с моей субъективной точки зрения не случилось, но за исключением попытки захвата урн и насилия в отношении представителей власти. Вот. Но с другой стороны, там, в общем-то, люди имеют доступ в эти здания государств, они там могут заходить. Конечно, они не имеют права делать некоторые вещи, которые там демонстранты и захватчики делали. Вот. Но тем не менее, все это в целом в канве, в рамках тех прав и свобод, которые там имеют место быть. Из того, что необычно и выходит за рамки, это, конечно, но опять же, с моей точки зрения, это блокировка твиттера Трампа. То есть вот это действие, с моей точки зрения, которое просто недопустимо. То есть если твиттер считает, что Трамп так опасен, он должен был обратиться к соответствующим органам, властям США, чтобы они выдали постановление о блокировке его аккаунта. Но иначе это получается, ну, скажем так, ограничение свободы слова, не более, не менее. Так, друзья, дальше давайте начнем с графиков с индекса волатильности и страха VIX.
Здесь пока ключевой уровень 25,2 не пробит, закрепление не произошло, но тем не менее очень похоже на то, что вот этот тренд, который здесь пытался сформироваться, ну, по крайней мере, на удержание викса в диапазоне и даже на его снижение, он не получился. И, соответственно, сейчас будет тестирование верхней границы. И далее, судя по всему, состоит пробой и дальнейшее движение вверх. Ну и как следствие это будет давлеть на рынке. Так, далее индекс доллара DXY. Ну, в общем-то, 90,5 сильным уровнем здесь выступает. Вчера его пробить не смогли, был прокол, после этого пошел коррекционный откат. Ну и сегодня ситуация повторилась, несмотря на то, что открытие было на 90,5, даже чуть выше. Сейчас мы наблюдаем по индексу доллара снижение и возврат вот в эту зону, которая находится в диапазоне 89,2-90,5. То есть пока как бы пробоя здесь нету, закрепления нету выше 90,5, то вполне как бы нормально, комфортно находится в нижнем диапазоне. И здесь, в общем-то, никаких на текущий момент негативных тенденций для нефти, для commodities, ну, наверное, я так думаю, не будет. Так, далее SFD на фьючерс S&P, но здесь, наверное, все-таки намечается разворот, но пока 3770 не пробили, будет движение в рамках вот этой консолидации, которая происходит на хае. Так, друзья, далее давайте посмотрим, что у нас на ММВБ, какие здесь объявления, новости. Так, ну на завтра аукционного ФЗ будут происходить два аукциона, соответственно, то есть для рубля, поэтому создаются все условия для его укрепления. Тем более нефть растет, пытается закрепиться выше 56 долларов за баррель. Сейчас мы ее отдельно посмотрим. Вот. Ну и на фоне размещения карт-бланш для рубля. Так, ну далее за декабрь 2020 года Мосбиржа подвела итоги торгов. Вырос объем торгов на 36%. Этого следовало ожидать. Тут сама динамика развития процесса, она указывает на то, что идет переток свободных средств и депозитов на биржу. Ну и как следствие идет объем торгов и рост оборота и прибыли московской биржи. Так, далее нефть Brent, 4-часовой таймфрейм. Но здесь, в общем-то, мы давнишнюю цель сделали, которая 56.67. Она вот здесь висела, никак не могли ее отработать. Сейчас отработали. И на текущий момент времени завтра либо у нас будет ее пробой и закрепление выше нее, и тогда открывается возможность движения уже на 57,5, возможно даже на 60. Вот. Но, конечно, я думаю, более логично здесь какое-то время консолидироваться в этом диапазоне, и вполне как бы здесь, ну, на ум приходит какой-то коррекционный откат, цель отката 55, вот сюда вот куда-то сходить. На самом деле здесь пока не будет устойчивого пробития 54, 53,6 вот этого диапазона, я думаю, все эти откаты будут выкупаться и движение наверх продолжаться. Потому что, ну, вообще как бы все движение нацелено на рост. Все отливы, они идут на небольших объемах. И пока как бы ключевой уровень не будет пробит, движение наверх будет продолжаться. То есть будут выкупать и дальше гнать наверх до какого-то уровня, пока не упрутся в потолок, когда произойдет отбой. Вот. Но на текущий момент я никаких сигналов на отбой и снижение не наблюдаю. Возможно, они в ближайшее время появятся. Но пока здесь на ум приходит в большей степени проторговка где-то в этом диапазоне и потом рост, если вот этот уровень устоит. Опять же, здесь у нас какой есть фактор риска? Фактор риска есть то, что в любой момент может начаться сильный коррекционный откат на рынках. Конечно, в этой ситуации нефть тоже окажется под давлением. Здесь как бы деваться некуда будет. Так, друзья, далее золото. Но по золоту здесь все вообще филигранно. Сходили на 1960, не удержались, дальше потестили 1941. Ну вот он этот волшебный коридорчик, в котором золото сейчас тусит. Вот. Здесь правила очень простые. Если 1941 пробивается, идет закрепление, то мы будем наблюдать дальнейшее снижение по золоту.
Если пробой 1960 и здесь пойдет устойчивая проторговка, консолидация выше этого значения, то очень быстро будет взят 1882. Пока здесь в чистом виде идет консолидационное движение. Да, вот эта свеча 4-часовая, она просто ужас-ужас вниз. Вот, да еще и на объеме. Но на самом деле объем здесь не такой большой, если сравнивать с тем, что было, когда валилось вот в этом диапазоне. Вот, и поэтому я склоняюсь к тому, что отсюда будет отскок и новое движение на 1854, потом на 1860. Вот, соответственно, то есть этот сценарий не реализуется, если будет устойчивое пробитие 1841. Но здесь вот немножко расширили этот коридор. Давайте сейчас посмотрим более короткие таймфреймы. Но вот немножко 1941 расширили вниз до 1838, тут поэтому такой диапазон нарисовался. Но сейчас здесь, я думаю, идет движение вверх, и соответственно на вечерке где-то мы закроемся, наверное, на 1845-1846 в районе вот этого верхнего значения. Но и здесь есть все основания для того, чтобы продолжить завтра движение. Цель его будет 1854 сначала и потом 1860, вот сюда вот. Опять же, обращаю внимание, если в результате коррекционного отката пробивается вот этот диапазон и начинается длительная проторговка, ну вот сейчас немножко уровень ушел вниз локально, это 1835, вот где-то в районе 1835 или даже ниже, то в этой ситуации по золоту мы, по крайней мере, не увидим в ближайшее время роста. Оно будет длительное время здесь консолидироваться или пойдет дальнейшее снижение. Пока больше факторов указывает на то, что сейчас пойдем сюда и потом посмотрим. Если здесь закрепимся, будет движение с целью повторить вот этот уровень. Так, друзья, далее рубль-доллар. Но здесь растущая нефть и то, что не пошел выше индекс доллара, и то, что завтра размещение ОФЗ, все это в совокупности двинуло на укрепление рубль-доллар. Но, в общем-то, юрики, они и делали ставку на то, что рубль будет к доллару укрепляться, причем там достаточно такая ощутимая позиция была. Так, ну на текущий момент подошли к уровню 73,6. Вот, здесь, если у нас сегодня пробой устойчивый 73,6, 73,5, то в этой ситуации наиболее вероятно, что сегодня мы закончим торги где-то в районе 73,35, 73,3. Вот здесь вот. Если здесь пробоя не произойдет, то вот здесь будет консолидация, сейчас пойдет движение на 73,75. И в случае пробития следующая цель движения 74,1. Пока я думаю, где-то здесь вот в этом районе будет сосредоточено движение сегодня. Если нефть пробивает 56,8, уходит выше, то соответственно мы сегодня-завтра идем, тестируем сначала этот уровень, потом можем провалиться и уйти на 73,15. Здесь надо иметь в виду, что как только будет размещение ОФЗ завтра, если не пойдет дальнейший рост нефти, то вполне как бы здесь вечером мы можем получить коррекционный отскок 74,1 и движение еще выше. Сейчас я думаю, если не будет пробития вот этого диапазона и движение на 73,3, будет движение в рамках вот этой консолидации от 73,6 до 73,8, 73,77, вот здесь в этом диапазоне. Так, друзья, далее евро-доллар, 4-часовой таймфрейм. Здесь у нас разворотная формация. Эта разворотная формация имеет цель движения 22,47. 22,47, 22,55. Вот сюда вот. Здесь не пойдет движение в том случае, если сейчас происходит коррекционный откат и пробой 21,3. Вот. Ну и плюс здесь такой момент, что вот этот рост сейчас, если он произойдет, но он не очень сильный, потому что не потестили 1,21. Вот если бы от нее был отбой, то тогда вот этот рост был бы более уверенный. На текущий момент, да, здесь есть определенная формация, можно сказать, двойное дно мы отрабатываем вот с этим вместе значением. Но с другой стороны, как бы здесь необходимые энергии, с моей точки зрения, не набрали. И поэтому вполне возможно при достижении вот этого значения или даже
не доходя до него от уровня 1,2190, здесь будет отбой и консолидация вот где-то в этом диапазоне 21.25, 21.80. Вот напрашивается такое движение, поскольку сильный уровень 1.21 его не потестили. Так, друзья, ну в общем-то все, основные активы. Спасибо за внимание, всего наилучшего.